Наступил 2026 год. По привычке открываешь новостную ленту, вдруг хотя бы в начале года будет что-то обнадеживающее. Ну мало ли, Новый год, новые надежды, но иллюзии живут недолго. Буквально за несколько минут становится ясно. Для чиновников и приближенных к ним корпораций Новый год – это вовсе не повод для перезагрузки. Это удобный момент, чтобы еще раз переложить финансовую нагрузку на автовладельцев и обычных потребителей. Все подарки, которые я увидел за первую неделю января, вызывают не радость, а нервный смешок. Такое ощущение, что никакого Нового года не было. Просто старый год плавно перетек в новый, сохранив все свои дорогие и неприятные традиции. Давайте разложим этот праздничный набор по полочкам. Пункт 1. Утилизационный сбор, официально поддержка, по факту налог. С 1 января в силу вступило очередное повышение утилизационного сбора. Формально борьба за экологию и поддержка внутреннего автопроизводства. На практике еще один сбор, который в итоге платит покупатель. Да, говорят, что это для импорта. Но мы все прекрасно понимаем, как работает рынок. Любые ограничения для серого и полуофициального ввоза мгновенно превращаются в рост цен на конечном этапе. Выбор у людей и без того минимальный, а становится еще хуже. Это классический протекционизм, который должен был защищать АвтоВАЗ и других местных производителей. Только есть один нюанс. Защищенные компании сами регулярно переписывают ценники вверх. В итоге утильсбор – это не поддержка и не экология, а замаскированный налог на владение автомобилем. Пункт 2. НДС 22%. Это ускоритель инфляции с гербовой печатью. Повышение НДС до 22% – это не сухая поправка в налоговом кодексе. Это топливо для инфляции во всех отраслях, включая автомобильную. Дорожает все – логистика, комплектующие, сервис, готовые автомобили. Никто не станет впитывать рост налога за свой счет. Он почти мгновенно попадает в цену. Для автомобилистов это двойной удар. Растут и цены на машины, и стоимость обслуживания, и цена каждой детали. Пункт 3. Штрафы ПДД, умноженные на 1,5. Безопасность ни при чем. Почти незаметно, но весьма чувствительно штрафы за нарушение ПДД выросли в 1,5 раза. И рассказывать здесь про заботу о безопасности просто смешно. Это чисто фискальная история. Деньги нужны быстро, значит их проще всего взять через штрафы. Если раньше мелкие нарушения воспринимались как неприятность, то теперь они превращаются в серьезную статью расходов. Это не мотивирует ездить аккуратнее. Это заставляет бояться камер, радаров и инспекторов. Особенно контрастно это выглядит на фоне отсутствия реальных шагов по снижению цен на топливо или запчасти. Зато цена любого чихнул не там растет исправно. Пункт 4. Цены на автомобили. Дорожают все без исключений. И вишенка на торте – стоимость самих автомобилей. Картина на рынке выглядит так. АвтоВАЗ. Рост на 20-52 тысячи рублей. Китайские бренды Chery, Tinet, Excite плюс 2%, что в деньгах 40-90 тысяч. Solaris, бывший когда-то народным, от плюс 40 тысяч до абсолютно шокирующих плюс 300 тысяч рублей, а это 14%. Москвич, рост почти 5%. BLG, прибавили в цене от 4 до 86 тысяч рублей. УАЗ, подорожание составило от 23 до 40 тысяч рублей. Итого дорожают абсолютно все, и свои, и чужие. Легенда о том, что утильсбор делает импорт дорогим, а отечественные машины доступными, окончательно рассыпалась. Иностранные бренды просто переложили новые налоги и сборы на цену, а АвтоВАЗ при всей масштабной господдержке спокойно движется в том же направлении, потому что настоящей конкуренции больше нет. Получается замкнутый круг. Государство создает тепличные условия для автозаводов, а заводы, чувствуя безопасность, без колебаний повышают цены. По итогам прошлого года в России продали 1 миллион 495 тысяч новых автотранспортных средств. Динамика относительно 2024 года минус 19%. Из указанного количества 831 тысяча автомобилей произведено в России.
Такие данные содержатся в свежем отчете Минпромторга РФ. По типам машин продажи распределились так. Легковые 1 317 000 единиц, минус 15%. Легкие коммерческие 107 000 единиц, минус 24%. Грузовики 57 000, минус 53%. Автобусы 14 200 единиц, минус 31%. В срезе конкретно за декабрь рынок легковых автомобилей показал даже заметный рост в годовом выражении. Реализовано 135 000 транспортных средств, плюс 11%. Здесь надо заметить, что с сентября активность на рынке стимулировалась желанием потребителей как можно быстрее приобрести машину, пока цены не стали еще выше из-за изменения системы расчета утилизбора с 1 декабря и из-за очередной индексации ставки сбора с 1 января. Одним из трендов прошлого года является захват российского авторынка китайскими производителями. К числу ключевых трендов стоит отнести и огромные стоки нереализованных автомобилей. Их появление было связано с избытком предложения и недостатком спроса. Что нас ждет дальше? И самое тревожное, все это произошло в первую неделю января. Год только начался, а база для новых подорожаний и ужесточений уже заложена. На мой взгляд, результат будет предсказуемым. Отложенный спрос. Люди просто перестанут покупать новые машины. Удар по среднему классу. Те, кто еще недавно мог взять новую Весту или недорогого китайца, вынуждены уходить на вторичный рынок или откладывать покупку на годы. Старение автопарка. Машины будут ездить дальше, ломаться чаще, а запчасти при этом становиться все дороже. Полная потеря доверия. Когда ты видишь, как твои налоги идут на субсидии заводу, который потом продает продукцию все дороже, это вызывает не патриотизм, а отторжение. И сидишь, смотришь на эти цифры, а в голове крутится одно слово – праздник. Причем с очень горьким привкусом. Ведь помимо автомобилей нас ждут рост тарифов ЖКХ, топлива, услуг и всего, что с этим связано. Иногда возникает ощущение, что над людьми проводят какой-то бесконечный тест, насколько можно тянуть, прежде чем что-то порвется. Но если честно, никакого эксперимента нет, все куда проще. Просто стало ясно, возмущения будут, видеоролики будут, комментарии будут. А платить все равно будут. Когда в платежках ЖКХ появится строчка за воздух, мы поворчим, снимем пару гневных роликов и оплатим. Потому что без машины сегодня, увы, в нашей стране жить крайне сложно. А пока покупать вынуждены, цены будут расти. А вы согласны с таким взглядом на происходящее? Если да, поддержите канал лайком и подпиской. Сегодня это действительно важно. Спасибо всем, кто смотрит и остается на связи. Ну и шутка на прощание. Зарплата как гибридный автомобиль. Половина на бензин, половина на электричество.